Доброе утро. Мы сегодня продолжим духовный поиск. Сегодня послушаем еще одну главу, она называется «Вопросы мудрецов». Это вчера было введение. Я думаю, мы постепенно сейчас перейдем уже на более качественное чтение и изучение Шримад Бхагаватам. Это вот это описание. Сейчас будет такое маленькое введение. Сегодня, завтра еще, а потом мы будем уже более так, полноценно погружаться в этот класс. Мы будем читать, произносить мантру будем специальную, чтобы нам открывалось Священное Писание, потому что оно открывается тогда, когда есть правильный настрой. Завтра у нас будет медитация, наверное, или завтра, или послезавтра, такая утренняя, которая сейчас была. Она будет в таком музыкальном сопровождении, мы будем петь гимны ведические, мантры пропевать, то есть вот этот звук, вибрации будем издавать духовный, специально, чтобы этот настрой был у нас качественный. И потом один из гимнов мы будем пропевать каждое утро перед классом вот этим Бхагаватам. Я думаю, что к тому времени мы уже так раскачаемся немножко и можем сдвигать стулья туда, по крайней мере на ползала хотя бы, и проводить уже в более благоприятных условиях для организма. Это сидеть в асанах, то есть чтобы прямая спина, чтобы не было опоры никакой. Что опора, она может потом поменять. Сейчас нормально буду сидеть, ничего страшного. Потом в будущем, то есть так проводятся уроки. Например, вот этот класс по Бхагаватам, по Шримад Бхагават, который мы сейчас изучаем, когда-то был рассказан мудрецом рассказан для мудрецов. То есть со всей вселенной мудрецы собрались в одном месте, на Миширане, лес такой есть. Это на территории Индии, но тогда еще не было Индии, тогда люди еще не знали таких названий: Индия, там, Россия, Китай, что там еще, Америка. Тогда этого ничего не было. Границ никаких не было, национальности не было, ничего не было. Была одна ведическая культура. И люди не делились на касты даже. Было такое время, что даже на касты не делились. Потом это пришло уже. И вот в то время рассказывался этот трактат Бхагаватам, это игры Бога и игры Его преданных, то есть описываются именно в Бхагаватам. Мы будем, может быть, в какой-то степени не то чтобы подражать, а следовать этому принципу, также воспринимать это знание. Не как кто-то, может быть, йога будет заниматься прямо здесь, может сидеть, менять асаны. Я расскажу об их принципе потом, чуть попозже, чтобы у вас не оставалось такого впечатления, что охота и на йогу пойти, вот сюда вот такая двойственность, да, и позаниматься охота что-то. Поэтому мы это совмещать будем. В прошлый заезд мы так и делали, мы сдвигали стулья туда подальше, и здесь вот рассаживались, где-то человек 100-150 вмещалось, занимались такой йогой. Сейчас я бы хотел, чтобы мы прослушали одну главу, которая называется «Вопросы мудрецов», чтобы у вас было представление, что вообще за вопросы могут возникать у людей, которые ищут духовную истину, то есть что-то возвышенное ищут, то есть как эти вопросы формулировать. Их на самом деле 2 такие главы, но мы сегодня одну прослушаем, и потом чуть-чуть попозже будет другая глава. Давайте тоже, она недолго длится, около этого. Да, тоже 6 минут, 6,5 минут, 6:50. Глава 1. Вопросы мудрецов. Итак, повесть гласит: однажды в заповедном лесу Наймиша собрались ученые-мужи во главе с мудрым Шаунакою, дабы каждый день в грядущую 1000 лет возжигать жертвенный огонь для подношения небесам. В один из дней, закончив возжигание, старцы призвали среди себя некоего Суту,
сына колесничего, и, возведя его на почетное место, обратились к нему с такими вопросами. Мудрецы сказали: «О почтенный муж, мы слышали, что ты в уме своем хранишь все предания былых времен, все летописи и учения о долге и смысле бытия. Ты один из первых внимал в Ясе мудрецу от Бога. Ты сведущ в учениях и прочих старцев, что пролили свет на устройство зримого мира и того, что лежит за пределами опыта. Смирением своим и прилежностью ты снискал милость учителей, что доверили тебе сокровищницу всех тайных знаний. Следуя твоему примеру, мы смиренно просим тебя открыть нам эти знания». О наделенный долголетием, расскажи, что, по твоему разумению, является высшим благом для человека и в чем его главный долг. В наступивший мрачный век Кали жизнь людей весьма коротка и полна тревог. Человек сварлив, ленив, лжет себе и ближнему. Несчастье одно за другим преследует род человеческий. Среди множества учений, определяющих смысл человеческой жизни и долг человека, как найти нам истинное? Как, не растратив годы на изучение мудрых слов, ответить себе на главные вопросы? Ради чего живет человек? Что есть долг для человека? И в чем его счастье? О Сута, благословенный небесами знать суть вещей! Ты ведаешь тайну сошествия в зримый мир Бога праведных из лона Деваки, жены благородного Васудевы. Каков истинный, изначальный облик Бога? Какие обличия Он принимает, воплощаясь в вещественном мире? Чему, о великодушные Сута, учили людей учители древности, и есть ли в зримом мире истина, не подверженная времени? Внемлющий истине, даже сам того не зная, рвет цепь перерождений. Внемлющему истине неведом страх смерти, ибо страх сам боится истины. Мудрые говорят, что в обществе святых, для кого стопы Господа – единственное пристанище, душа в одно мгновение очищается от всех пороков, тогда как для искупления грехов в святых водах Ганги нужны многие и многие жизни. Так уже ли среди жаждущих спасения от пороков мрачного века найдется глупец, кто не захочет внемлить о Господе? Господь Бог столь милостив, что только слушая о Нем, человек получает такое благо, которое невозможно утратить даже со смертью. Поведай нам о Его делах, что вершит Он в зримом мире, нисходя сюда в своих многочисленных обликах. Поведай о Его играх, образах и нраве. Что за сила побуждает Всевышнего покидать свою нерушимую обитель и лицедействовать в бренном мире? Расскажи нам о предвечном существе, о ком невозможно говорить ни стихами. Да не пресытятся сердца наши нектаром красоты, что заструится с твоих мудрых уст. Поведай нам о чернокудром Кришне и его могучем брате Балараме, что прожили человеческую жизнь на земле, свершив много чудесных дел. В нынешний мрачный век, когда у человека нет ни твердости духа, ни милосердия, ни иных добродетелей, пожалуй, единственным добрым делом для него будет слушать и говорить о Боге.
сама судьба не спаслала нам тебя, о просветленный Сута, дабы кормчим взошел ты на судно нашего спасения и увлек к покойным берегам, прочь из моря лжи и брани, что затопляет ныне землю. Теперь, когда владыка всех сил, единый дух Кришна, вознесся в свою вечную обитель, кто будет вершить закон на земле, где смертному искать убежище, пред кем преклоняться и кому доверять? Ну, вот такие вопросы мудрецы задавали. Веды — универсальное знание, и они применимы, это как инструкция для того, как в этом мире выживать. Ну, в хорошем смысле слова, не так, что выживать прям, а вот именно как жить. Да, если, например, создается какой-то аппарат, то к нему идет инструкция, как им пользоваться. Да? Компьютер, например, или там камера, или телефон, машина, там, холодильник, неважно. То сдается инструкция сразу, как правильно использовать этот предмет или ту или иную технику. Также и Вселенная, она создавалась в свое время, и также была инструкция, как вот жить здесь, как пользоваться ресурсами этой Вселенной. Эта инструкция называется Веды, то есть знание. Постижение духовной науки, конечно же, это не такая простая задача. Да, почему? Дело в том, что мы долгое время погружались, или нас погружали, скажем так, да, вот эта социальная система нас погружала в определенную сферу деятельности и навязывала нам определенный стереотип мышления. И когда приходят чистые вещи, мы не сразу можем их понять. Очень тяжело их понять, потому что наше сознание, оно имеет такую особенность, как губка, впитывать все, что вот дадут, особенно в юном возрасте. Детство, юность обладает вот таким, скажем так, может быть, могуществом, что человек не может противостоять против той информации, которую ему дает система. И потом избавиться от этого очень тяжело. Нужны какие-то практики, нужно людей, которые смогут нам безболезненно убрать этот мусор из нашего сознания и дать то, что нам вот ценно. Да, как Иисус говорил, когда к Нему приходили, просили у Него что-то, и Он говорил, что вы пришли ко мне с полной чашей, вот что я вам туда налью? С какой чашей вы ко мне придете, столько я вам налью, Он говорил. Вот у вас чаша полна сейчас. Полна, имеется в виду, полна информации, которую и мне сейчас некуда туда ничего лить. Вылейте этот мусор, вылейте эту воду грязную, опустошите эту чашу, я вам тогда туда налью чистоты. И сейчас эта чаша у всех переполнена, ладно, переполнена просто какой-то жидкостью, она ядовитой жидкостью переполнена. То есть людям очень тяжело воспринимать Бога как личность, как ту личность, с которой можно общаться вот так непосредственно, так, один на один. В основном у людей что-то такое абстрактное понимание у Бога создается в их сознании. Поэтому, когда Веды пришли уже в таком переведенном виде для нас, для людей Запада, многие люди, которые очень долго искали что-то такое, они сразу это принимали, потому что понимали, вот это как раз то, что вот нужно. Но это люди, те, которые с прошлой жизни уже занимались этим. В Бхагавад-гите, например, там Господь говорит, у него Арджуна спрашивает, то есть, что делать йогу, который шел путем праведности, да, или йоги, а потом раз и не успел, вот жизнь закончилась и не достиг цели, что его ждет впереди. Господь ему говорит, что такая личность в следующей жизни получит очень благоприятное рождение, в благородной, знатной семье может получить, и уже начнет свой путь с того места, на котором он остановился. То есть ничего не потеряет, ни шага не потеряется в этом пути. И также и мы можем замечать, что какое-то время мы не интересовались духовностью никакой, вот нам не до нее было просто.
А потом раз в какой-то момент, и как будто как перещелкнул кто-то внутри, да, у нас что-то раз перещелкнулось, и мы начинаем интересоваться. Но это как раз вот тот момент и настал. В прошлом где-то вот на этом месте мы и остановились. Не хватило нам, у нас времени не хватило, или желания, может быть, не хватило. И, может быть, мы даже отвергнули, мы скажем, нет, я не буду этим путем идти. Но по законам Бога все наши шаги, которые направлены в сторону праведности, они остаются и никуда не уходят. Это вот милость Бога так проявляется. Даже если мы начинаем грешить, какой-то порочной жизнью заниматься, набираем тяжелых, в общем, на себя реакций, которые у нас, наше сознание могут унести даже в адские миры, тем не менее, благочестивые наши поступки, праведные, они остаются, и они нас в свое время поднимут опять на этот уровень и скажут, ну вот с этого момента начинаем дальше идти, то есть ничто не пропадает. И вот сейчас мы, в принципе, стоим, каждый возле определенного своего какого-то рубежа, которого мы достигли в прошлом, и теперь вот нам надо сейчас продолжить. Важно сейчас не замедлить этот ход, потому что тенденции таковы, что вот мы сейчас слушали, да, что этот век Кали, он порочный, он вздорный, да, люди вздорные, ленивые, какие там еще говорились люди? Кто запомнил? Сварливые, да, слабым разумом, да, люди, разум слабый, поэтому люди очень тяжело принимают решения. Особенно в праведную сторону. Вот в порочную сторону легко принять решение, да, а вот в праведную тяжеловато. То есть не хватает благочестия. Также здесь говорится, здесь достаточно просто слушать сейчас, да? Послушали, да? Просто слушать о Боге или о Его деяниях, и человек прогрессирует гораздо быстрее, нежели он занимается какими-то практиками даже духовными. В этом тоже наша удача сейчас будет. То есть мы можем это делать сейчас, просто слушать. Вот и все остальные наши встречи, они будут также сопровождаться деяниями. Мы будем изучать какие-то деяния божественные. То есть я буду истории какие-то рассказывать из Вед. Пуран. Пураны, они так старейшие. Пурана это значит старейшее какое-то, то есть древнее писание. И Пураны описывают разные деяния Бога. То есть там спрашивался вопрос, мудрецы задавали, да, в каких воплощениях приходит Бог, да? Почему он приходит в этот мир, что его сюда влечет? То есть какая сила его сюда тянет? Ему там и так все хорошо в духовном мире. Нет, он в этот мир спускается, принимает какую-то форму. Для чего он это делает? Говорится, у него две причины, почему он сходит в этот мир. То есть, в принципе, ему самому здесь делать нечего, ему скучно здесь. Это подобно как взрослому человеку сесть в песочницу с детьми, начинать там играть в какие-то детские вот всякие там штучки. Также и Богу, этот мир, он как-то он скучно очень. Но он сюда приходит по одной причине. Он говорит, я прихожу сюда из века в век. Яда, дхармасья. То есть я прихожу из века в век. Для чего? Чтобы восстановить дхарму, долг, то есть, да, религию восстановить. То есть напомнить людям о Боге. То есть напомнить, что есть какая-то другая реальность, не материальная, не вот этот зримый мир. Есть настоящий мир еще. Он для этого приходит. А также приходит для того, чтобы устранить невежество. То есть убрать демоническое вот это настроение с планеты. Вот, например, 5000 лет назад он пришел как Кришна. Пришел для того, чтобы убрать вот эту демоническую цивилизацию. В то время демоны очень сильно начали планету сбивать с пути, с праведного. То есть порок начал входить очень интенсивно. И тогда он пришел специально, причем он пришел в своей изначальной форме. Он редко в своей изначальной форме приходит. Обычно он принимает какое-то воплощение. Например, воплощение Господа Будды. То есть это не изначальное его воплощение, это его инкарнация такая. Это воплощение такое. Аватара, да, еще называют. Он приходит на какое-то время и уходит в этой форме. То есть эта форма, она временная. И Господь Рама приходил, то же самое в этот мир. Пришел, принял форму, ушел. Много воплощений. Одну главу мы будем слушать там. Это его воплощение так называется. Глава так и будет называться его. То есть в каких воплощениях он может приходить и для чего он приходит. Ну а основной это принцип напомнить людям о Боге, восстановить духовные принципы и устранить демоническое вот это настроение. Кто такие демоны? Те, кто не принимает Бога, отвергает его. Он говорит, его нету, мы сами вот Боги. И если у человека есть такое настроение, значит настроение демоническое. Любая традиция, она имеет направленность раскрыть человеку понимание вообще о Боге.
но не каждая традиция может раскрыть это в полной мере. Тем более сейчас, вот в эту эпоху деградации. Например, если вы заходите в храм или в церковь или в мечеть и чувствуете там такой, знаете, какой-то вот груз такой тяжелый, какая-то скорбь, какой-то вот такой, знаете, уныние какое-то, да, может быть даже депрессия даже может быть такая, быть какая-то легкая. Нужно понять, что в этом здании, в этом комплексе или в этом помещении, Бога нету, значит, сейчас. Есть, может быть, его энергии какие-то есть, да, есть его, может быть, какие-то уполномоченные, которые могут там вершить какие-то дела, может, даже неправедные дела. Например, если вы заходите в церковь или в мечеть, или в храм, или в костел, и у вас требуют, чтобы вы сделали пожертвование какое-то, да, там, то есть деньги могут требовать. Надо понять, что здесь Бога сейчас нету. То есть есть люди, которые могут прикрываться им. Да. Иисус, например, заходил, и Он громил, да, где там торговля шла и все такое вот где. То есть ему этого, чтобы храмы не для этого созданы. Но сейчас можно замечать, что многие такие учреждения создаются для того, чтобы манипулировать людьми. Поэтому нужно быть очень внимательным и бдительным в таких ситуациях. Если вы заходите в храм, и вы чувствуете радость, такую благодать какую-то, люди такие счастливые ходят, имейте в виду, здесь Бог проявлен, значит. Что Бог — это любовь, это радость на самом деле, это не угрюмость какая-то такая. Перед тем, как уже начинать свой поиск духовный уже осознанно, нужно, скажем так, пристегнуть ремни. В хорошем смысле слова, потому что очень много соблазнов будет сразу же. Соблазны будут нас обратно уводить. То есть будут приходить какие-то понимания, тем ли я занимаюсь, нужно ли мне вообще это такое все. Я уже столько прожил лет, и сейчас вот куда-то иду, в какую-то церковь или мечеть, или храм, то есть какое-то направление меняю в жизни. На самом деле это соблазны просто. То есть это деятельность ума так действует. Ум начинает обратно стаскивать нас, забирает нас обратно. Он говорит, нет, не иди туда. Почему? Почему ум такое говорит нам? Как думаете, почему такое происходит? Ему невыгодно, да? Еще почему? Он наслаждаться хочет. Но в духовности тоже можно наслаждаться. Вкуса нету еще, да? То есть, да, на самом деле ум же это память. Мы вчера разбирали, да? Функция памяти, она в уме кроется. И память это что значит? Это значит прошлое. Память это прошлое. А так как мы в прошлом, по крайней мере в этой жизни, мы не занимались духовностью, то у него в памяти нет этой комбинации, как наслаждать чувства, да, кто-то сказал, чувство наслаждать. Невыгодно, да, еще. То есть он не знает, а что там впереди меня ждет. Непонятно, какая-то неизвестность. И он такой стратег, очень грамотный, ум. Он говорит себе, он сам себя убеждает. Причем он убеждает не только себя, он также действует на разум. Понимая, что разум слабый еще, потому что духовностью человек не занимался, значит разум еще слабый. Поэтому ум будет приводить очень веские и грамотные такие доводы и аргументы, чтобы убедить разум принять решение не идти туда. Обязательно очень грамотно и тонко это все сделать, филигранно тонко очень сделает. Например, он говорит, вы встречаете, традицию, которая вас устраивает с точки зрения философии. Просто вот вам нравится, например, философия. Например, вот эта философия мы сейчас разбираем. Нравится же эта философия? Потому что она, разумная просто и все. Но иногда ум там нет будет подшептывать нам. Я христианин. Или я мусульманин. Я какой-то ин или ист какой-нибудь, то есть. Потому что он опять же чувствует, что я не знаю, как там наслаждаться. Вот убеди меня, что там наслаждаться можно. Я говорю, ладно, пойдем на завтрак сходим. И ум там, раз, он кушает, думаю, классно, через чувство языка, через зрение он это видит, запахи ощущает, через чувство он получает какой-то опыт, багаж вот этот знаний новый наполняет, он думает, да, в принципе нормально. А вы ему в этот момент скажи, так ты же христианин.
ты что здесь делаешь? Он скажет, да нет, сейчас это не важно, подожди. Сейчас вот это нормально, то есть. Понимаете, ему нужно какой-то опыт получить. Поэтому вот этот главный ориентир в духовной жизни, это где вы испытываете счастье чистое. Чистое счастье. Ум не против счастья. Он за. Но так как до этого было счастье, оно было какое-то, мнимое такое, какое-то, фальшивое или там неестественное, он уже привык к нему. Он привык, он знает точно все ходы у него записаны. Там, где наслаждаться, куда пойти, вы утром открываете глаза, он точно знает, куда пойти и где получить тот или иной объект, или фрукт, или продукт наслаждения. Где его получить? К Васе пойду, похмелюсь. Если у Васи, то к Пете пойду, если там у него ничего не будет, пойду на работу схожу, заработаю, там час поработаю, там ящики какие-нибудь потаскаю, да, мне дадут денежку, пойду куплю, все равно эту бутылку водки я достану, да. Это такой грубый пример, но он, его легко понять. А если более сложно, то же самое можно с людьми, которые не пьют, например. Человек просыпается и думает, надо идти на работу, там меня ждут секретари или секретарши, там, неважно, да, противоположный пол должен где-то проявиться в течение дня обязательно, звонки, несколько звонков сделать. То есть эти мысли можно считывать почти что у каждого второго человека, особенно в больших городах, мегаполисах. Что касается деревень, там то же самое, только меньше немножко, обороты. Деревенские люди, они ходят, я тоже наблюдал за ними, они ходят и то же самое думают, как сходить к Нюрке или там еще какую-нибудь там Машке. Сейчас пойду с коровами управлюсь, а потом схожу по той улице, прогуляюсь, может быть, там клавка какая-нибудь выйдет там. Идея одна и та же остается, как наслаждать чувства просто и все. Причем самое главное чувство это язык, желудок, гениталии, вот это все. Вот эти центры, они больше всего человека подвергают чувственным наслаждениям. И у ума остается очень хорошая, такая схема, где и когда получить те или иные чувственные наслаждения. В еде, в сне, в сексе, в комфорте в каком-то и все. Но это не духовность. А ум, он в принципе, он не против заниматься духовностью, он просто не знает, что это такое. Пока ему не дадут почувствовать это, попробовать на вкус, он не будет это принимать. Поэтому какое решение здесь? Нужно грамотно составить определенную комбинацию практики духовной, чтобы ум впечатлился этим. И это очень важно. Если он этим впечатлится, он скажет, я не против, давай заниматься будем этим. И вот, например, вы начинаете заниматься практикой какой-то, да? Например, ранний подъем и медитация. Ум раз попробует эту медитацию, он не почувствует вкуса. Например, вот сейчас была коллективная медитация, да? Здесь сейчас была. А многие не почувствовали вкуса никакого от этой медитации. Просто сидели, потому что все сидят, и люди попадают под общее влияние, настроение общее. И многие сидят просто, может быть не многие, но какая-то часть сидит и просто думает, надо сидеть, потому что, все равно идти некуда. Просто посижу, по крайней мере. Пусть все видят, что я медитирую. То есть я же приехал сюда, я нормальный человек. Я не сплю. Я, конечно, сейчас попробую там понять, о чем там речь идет. Сосредоточьтесь, ваше сердце светится. Ага, светится. Ничего себе светится оно. И так далее. Похоже на правду вот это, то, что сейчас было. Да, конечно, какая-то часть людей сидит, она погружается в это очень внимательно, потому что все на разном уровне развития находятся. Но какая-то часть, она не понимает, о чем речь идет, и просто пытается в это влиться. Так вот, значит, ум, он это помнит. Ага, сидишь, думаешь непонятно что, да? И что, ты наслаждаешься здесь? Человек говорит, да нет, не наслаждаюсь, что ты спрашиваешь меня? Конечно, не наслаждаюсь. Имейте в виду, на следующий день человек подумает, идти туда или не идти. И он будет сомневаться, идти, не идти. Кто-то рядом придет, что, ты идешь на медитацию? Да, иду. Все, теперь придется идти, потому что сказал. И ум скажет, зачем ты сейчас сказал? Мог бы промолчать. Мог бы сказать, что ты сейчас подумаешь. Или ты там еще куда-то идешь, но только не туда идти опять. То есть вот это сопротивление, оно постоянно будет на духовном пути. Это испытания будут.
Поэтому очень важно заниматься медитацией таким образом, чтобы остались хорошие впечатления. Особенно на первых шагах духовного пути. Потому что потом уже менять коней на переправе невыгодно. Это значит, нужно будет обратно вернуться. И он скажет: ты что ты пришел сюда? Мы же здесь уже были. И вы его не убедите, что надо заново начать. Он скажет: нет, давай останемся там. В итоге что происходит? Он и не там не может хорошо устояться ум в духовности, да, вот первые шаги сделали в духовности, но он не может устояться хорошо, потому что он не знает, от чего наслаждаться-то. Ну да, там чуть понаслаждались, там что-то там сказали хорошее, там прощайте всех, ну да, мне это нравится. И сколько прощайте, столько негодяев вокруг меня, что всех прощать что ли надо? Не нравится мне это. Это ум на самом деле, человек-то вроде бы нормальный, но вот ум говорит: нет, подожди, как прощать, я же прав. Я же прав, это он не прав, пусть он прощает меня. Ну и так далее. И человек думает: ладно, с духовностью все понятно, здесь что-то я не состоялся, не получилось, не буду торопиться. Я еще молодой, например, да? Еще одна отговорка очень могущественная. Пока я еще полон сил, я еще это успею. Поэтому пойдем-ка туда обратно, потому что там все понятно уже. Уже все ходы там знаю я, где что получить. И он туда идет. Он туда идет, и раз нам человеку наливают там пиво ему, да, например, он берет пиво и думает: ну ты же вообще же уже чем-то же занимался же вроде бы, да? Ты же там сердце где-то открывал. Да, ты как-то там молитву какую-то читал. И все, человек сомневается, он держит этот стакан пива или водки там, или сигареты, или непонятно что. И у него какие-то сомнения уже. Потому что разум, как только человек входит в духовную сферу, в любую, даже немножко, разум в это время с жадностью пьет духовную энергию, потому что природа разума, она духовная на самом деле. Потому что разум — это единственная субстанция у нас, которая связывает нас с Богом очень сильно. Например, голос совести у нас есть же, да? Это голос разума на самом деле. Но голос совести — это голос Бога в сердце. И Бог через разум нам подсказывает, как правильно поступать по совести. И вот разум, когда окунется в духовную сферу, хоть немножко даже, чуть-чуть, потом, если человек уходит опять вот в эту суету, в беготню, как только он берет что-нибудь такое порочное, разум ему начинает говорить: ты что делаешь? Это же вредно. И ум говорит: да замолчи. Мы пока еще не встали на духовный путь. Мы пока только ищем, мы ищущие. Ха-ха-ха. Побыстрее давай заливай, а то он сейчас этот разум опять что-то скажет. Ну, с Богом тогда. И так далее. Вот можно наблюдать за людьми, как они это делают. Но на самом деле это ум. Поэтому в 6 главе в Бхагавад-гите Господь говорит Арджуна спрашивает: что такое йога вообще? Ты о йоге говоришь, а что это такое? И Господь начинает говорить объяснять систему йоги. Сразу начинает говорить: Арджуна, йога — это выполнение долга просто. Выполняй просто правильно долг, не привязывайся к плодам. Вот это называется йога. И он смотрит на Арджуну, на его реакцию. Арджуна не может понять: подожди, йога, что-то мне казалось, что это йога, что-то такое там, нога за голову, там, да, что-то такое. У него в мыслях начинает такое что-то ходить. И Господь это видит. Он видит сомнение, смятение Арджуна. Он понимает, что Арджуна что-то не понял, о чем речь идет в долге. Он говорит: ну ладно, это одно, но также есть еще другая йога, механическая, например. Ты, скорее всего, про нее спрашиваешь, Арджуна. Да, вот это вот. Это как ум. Он говорит: да, вот это лучше, потому что выполнение долга, непонятно. Долг выполнять, это опять какие-то обязательства надо брать, да? Опять будут требовать тебя что-то. Нет. Ум говорит: нет, я не хочу это. Мне вот что-то вот надо такое вот, ногу там, руку там, скрутиться, повернуться как-то. И Господь говорит: хорошо, есть такая йога. И для того, чтобы ей заниматься, сначала нужно обуздать чувства. Арджуна опять такой думает: ага, чувства обуздать, опять работа над собой. А еще что? А чтобы чувства обуздать, это не так-то просто. Начни подчинять, то есть начни работать с умом. И вот тут сразу ум говорит: ага, обо мне речь идет. Про меня что-то говорят. А что надо делать? А вот это надо делать, и вот так, и вот так, и вот так. И Господь там просто пальцы вот так вот складывает один за другим. И у Арджуны, у него мозги на бикрень. В хорошем смысле слова он думает: ужас, это же что такое? И что говорит Арджуна?
Он выслушает это все, а потом скажет: нет, это нереально. То, что ты сейчас описал, это нереально. Господь говорит: а почему нереально? Ну, потому что ум остановить сложнее, чем остановить ветер. Ветер пробовали останавливать? А вот ум еще сложнее остановить. А он говорит: а ты там все об уме говоришь. Что же делать тогда мне? Господь говорит: да, это трудно, это факт, ты правильно сказал. Но есть практика, он говорит, специальная, которая сможет тебе помочь в этом. И практика — это деятельность. То есть нужно что-то делать. Неважно, это будет в уме делаться будет, или мы будем физически вот так телесно что-то делать. Деятельность подразумевается та, которая будет нас связывать с Богом. То есть для Него что-то делать. Не то, что это Ему надо, нет, это нам надо, но плоды, он говорит, отдай мне. Делай это как бы для меня. Например, мужчина для себя мало чего хочет делать. Природа такая мужчин, что им много не нужно в жизни. 4 стены, потолок, пол, диван, кресло, телевизор, чайник, заварка, плитка, сменная одежда какая-то. И все, больше в принципе мужчине ничего не надо. Машина, ключи, если что-то там есть от машины, там все. И в принципе ничего не надо. А вот если появляется женщина у него, у мужчины, ну, подружка, например, да, ну, или личность такая, за которую волнует сердце его, то тогда он думает: о, еще что-то надо. То есть что-то нужно еще сделать. И он начинает сомневаться, надо или не надо. В принципе, женщина есть, да, скорее всего надо же выглядеть нормально. Что это рубашка мятая, надо костюм купить. Что это машина грязная, надо ее помыть тоже. Если вы в гости пригласите себе женщину, то как минимум за час надо прибежать домой и поубирать все там, что-то повытирать, да, сразу, чтобы более-менее какая-то благость была там. Но женщину вы не впечатлите этим, она зайдет и сразу все поймет. У нее, потому что у нее сенсорное видение очень тонкое. Она раз сразу будет: ага, ну вроде бы готовился, ну ладно, пойдет. Ой, какие у тебя там вообще шторки там. Ну там просто не порванные какие-то там висят. Ой, какие у тебя там кастрюльки чистенькие, которые там все такие уже. Понимаете, ну это тактика такая. Но сам принцип, посмотрите, появляется мужская энергия, появляется женская энергия. Если они вместе начинают объединяться, мужчина готов что-то делать. Он готов, он говорит: да, это нужно, и это нужно. То есть для кого-то мужчина уже начинает действовать. Также и женщина. Если нету мужчины, она будет только так для себя, что-то так, абы-кабы. Но если появляется мужчина, я один раз пришел рано утром, это было, может быть, в 6 утра, пришел к девушке. Я еще не занимался духовной практикой. Она открывает дверь и увидела: подожди! Я говорю: ничего страшного. И накрашенная, и не накрашенная, нормально. Впустите меня. Ну, конечно, была пауза какая-то, она более-менее там что-то там быстро-быстро-то как-то раз. И я так открыла. И что она начала делать? Пока мы разговаривали, у нас беседа была на самом деле. Это была деловая беседа. Просто она была утром, потому что, я там, по-моему, до обеда мне надо было уехать куда-то или улететь, я не помню. Эта встреча утром произошла. И что она делала все это время, пока со мной разговаривала? Она не могла сидеть на стуле вот так разговаривать со мной. Нет, она что-то делала постоянно. Она вот ходила, что-то там вытирала пыль, потом утюг включила, начала что-то гладить, потом на кухню забежала, там что-то чайник включила, там он пока там... В общем, она постоянно в каком-то движении была. Почему? Потому что была мужская энергия, пошла мужская энергия. Все, человек должен что-то делать, причем он делает с энтузиазмом, не так, что надо делать, потому что вот он здесь. Нет, это естественно происходит. Надо что-то делать. Также и в духовной жизни, мы когда встаем на духовный путь, в нашем сердце или в нашем сознании, в нашей жизни должна появиться личность, для которой мы это будем делать.
Духовная жизнь, она должна быть для кого-то, не для меня. Потому что если для меня, то что будет происходить? Скидки будут? Всегда. 50% это минимум. Мы будем занижать степень значимости нашей духовной жизни. Мы думаем, да это не важно, я сам себе могу простить. Ничего страшного, никто же не видит, что... Поэтому можно вот не обязательно до конца эту молитву прочитать. Например, «Отче наш, Иисус на небеси, да светится имя Твое, да будет царствие Твое, будет воля Твоя». Не пойду на работу сегодня. Вчера он так сказал мне, этот начальник, все, не пойду. Пусть вот ищет себе другого какого-нибудь специалиста, в общем. «Отче наш, Иисус на небеси». Ой, что-то я же где-то читал молитву. Ну ладно, пойдет, все. Давай свечку поставим, все, поклонимся, все, пошли. Все, это потому что не для кого, я никому это не делаю. Себе, там мне это тоже не надо. Эта степень ответственности, она потом только пробудится по отношению к себе. То есть это, нужно время какое-то еще. Поэтому вначале появляется личность в моей жизни, для которой я буду делать те или иные действия, практические. И в Бхагавад-гите там Господь скажет, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ты тапаси не соблюдал, и так далее, что бы ты вообще ни делал, делай это как подношение мне. Как будто бы это ты для меня делаешь. Все, тогда будет энтузиазм. То есть для этого у нас должна быть сильная вера, что Господь это видит. Не так, что Он не видит ничего. Я могу ничего не делать. Господь, пока вот не заходи. Я немножко отдохнуть хочу. Тут фильм начался очень интересный. Поэтому я как-то сейчас не готов заниматься духовной практикой сильно. Все, мы как бы нейтрализуем Бога. Говорим, Бог, мог бы ты там за дверью пока постоять? Мы, например, утром молимся, да, Господь, пожалуйста, приди в мою жизнь. Он раз в двери говорит, я уже здесь. То есть он мгновенно реагирует, имейте в виду. Он очень ответственный, он очень, знаете, такой, он трепетно относится к нашим отношениям, к этой йоге души и Бога. Потому что это подобно тому, как родитель, который давно ребенка своего не видел, и тут ребенок зовет его. А родитель сразу пойдет, потому что он любит свое чадо, какой бы он ни был, плохой или неважно. Родитель, это любовь, она единственная чистая в этом мире, это любовь между ребенком и родителем. Она более-менее не осквернена. Все остальные виды любви, они осквернены эгоизмом, эксплуатацией и так далее. Но вот эта любовь, она чистая более-менее. И Бог, Он это чувствует, как только мы Его зовем, Он сразу говорит, я здесь. Мы говорим, приди ко мне, пожалуйста, в мою жизнь, напитай меня духовной энергией, пожалуйста, я вот хочу развиваться духовно. Он говорит, да, я здесь. И проходит время, период этой практики, например, утренней, там полчаса, например, да, так, в среднем. Все, Господь свободен. Он говорит, ладно, хорошо, я пошел. Это очень странная духовная практика. Она не искренняя. Она похожа на бизнес. Мы с Богом бизнес строим какой-то. Вот я тебе делаю, ты мне что-то дай. Если ты мне не дашь, я ничего делать не буду. Поэтому нужно подходить очень-очень трезво к этому. Для этого нужно хорошее руководство. Мы будем очень часто употреблять этот термин: наставничество, руководство, защиту, старшинство и так далее. Потому что без этого духовная жизнь, она теряет вообще смысл. Без руководства духовной жизни не может быть. Это руководство, оно нам... То есть в чем ценность руководства? В чем ценность руководства? Ответственность берет человек за нас. Но это больше похоже на эксплуатацию, если только это. Силы дает. Это уже лучше, это уже прям
вдохновляет. Ну, вот это есть, да, силы дает нам. Направляет правильно, да? Смотрит за нами, чтобы мы не сошли в сторону, потому что очень много невидимых, скажем так, течений, куда можно отойти в сторону, так и не поняв, что я в сторону отошел. Это кругом сейчас, сплошь и рядом. Особенно, если вы поедете в Индию. Хотя там ориентир основной правильный, но вот этих маленьких течений в сторону, их там тысячи, десятки, сотни тысяч просто разных вот этих течений, которые отводят человека в сторону. Здесь легче, с одной стороны, ориентироваться, потому что здесь кругом болото. Вот куда ни глянь, везде болото просто. Везде материализм, везде эксплуатация, везде деньги, чувственные наслаждения, алкоголь, наркотики. Вот это все. И это, видать, это видно хорошо, и поэтому ориентироваться здесь, с одной стороны, проще. Вы сразу будете чувствовать, что вас как-то просто эксплуатирует эта система вся. То в духовных местах там с этим сложнее, потому что там не видно, это незаметно, как это происходит. Хотя там тоже эпоха деградации так же гуляет, как и здесь. Деградация на всей планете идет, не только там. Просто здесь она интенсивна, ее хорошо видно, а там ее не видать, она там завуалирована. Йог какой-нибудь выйдет и вам раз фокус какой-нибудь покажет. Она там раз так руку так сделает, так на руке так бутон розы вырастет. За секунды какие-то. Вы подумаете, о, это как Бог. Это Бог. Он скажет, да, я Бог. Могу еще тебе фокус показать. Еще что-то показать тебе, чтобы ты убедился, что я Бог. Да, покажите. Еще что-то покажет. Розу проявить — это не духовность. Это просто способности. Чувственно наслаждать охота все равно. На любом уровне чувство будет требовать наслаждения. Вы представляете, это наслаждение вас Богом считают. Причем иллюзия так действует, что человек изнутри думает, что так оно и есть. Это ловушка такая, очень тонкая. В каком-то году, лет, может быть, 10 назад или 8, был всемирный слет Иисусов Христов. И знаете, сколько туда понаехало народу? Это так тонко, то есть вот это медные трубы, вот эта слава, это последняя будет ловушка, когда душа будет оставлять этот мир, материальный мир, уходить за пределы уже вселенной материального и материального мира еще, и попасть себе обратно домой. И последняя будет ловушка такова. Душа раскрывается, на самом деле, у нее материальное тело все исчезает, все материальные все элементы, все уходит, и она чистая становится, настоящая, вот какая она есть. И говорится она, так как она подобие Бога, ее качества такие же, но так как она еще пока находится в материальном еще пространстве, да, например, если нарисовать,
души, это, знаете, так. Душа в этом состоянии Вселенную сотворить может. Не только цветов розы, представляете, мы как души, мы можем целую Вселенную сотворить. Потому что мы это делали уже неоднократно. Уже много раз мы это делаем. Когда у человека проявляются такие способности, он чувствует превосходство над другими людьми. Все, а если вы еще попадете под влияние такого человека, вы подумаете, о, я тоже хочу. Это фраза громкая, да? Хочу. Я тоже хочу розу делать. Вы представляете, вы подходите к холодильнику, открываете, там ничего нет в холодильнике у вас. Вы закрываете глаза, произносите мантру могущественную. Ом. Открываете глаза, и холодильник полный. Похоже на правду? Этим люди и занимаются, только это во временном промежутке это растягивается. Подходит человек к холодильнику, открывает, ничего нету, думает, что надо купить. Что надо купить? То. Закрывает холодильник. Пошел, купил, принес, поставил, закрыл. Потом думаю, надо проверить. Все ли, раз открывают, о, глаза радуются, все есть. А что произошло? Промежуток временной только растянулся. Вот йоги, они сокращают этот промежуток. Сразу раз, о, все есть. Они могут сжимать время просто. Медитация, если ваш ум очень сильный, это все в уме делается на самом деле. Это ум обладает такой силой. Поэтому это превосходство сопряжено с гордостью. Все, и это будет препятствие на духовном пути. Тема у нас будет препятствие на духовном пути, мы там будем разбирать все эти препятствия. Вот гордость является одним из самых главных препятствий. Поэтому первое качество, которое должен в себе человек выработать, чтобы стать учеником, это стать смиренным. Смирение. Задаете вопрос, смиренно сложите руки, хотя бы мысленно в уме сложите руки и слушайте внимательно. Бывает такое, люди подходят и говорят, ой, помогите мне, подскажите мне, как вот так сделать. Что, вот хочу вот это сделать и не могу сделать. И раз, обращаем, надо обратиться к Богу в сердце, Господь, помоги им, потому что мы сами, о чем мы знаем? Ничего не знаем. Надо к Богу обращаться, Он все знает. Вы к Нему обращаетесь и говорите, Господь, помоги этому неучу, невоспитанному. Потому что он весь пропитан гордостью. Он задает вопрос просто ради красного словца просто. Видно, многих людей видно, зачем они задают вопросы. И Господь говорит, вот так можно ответить ему. И раз ответ идет такой, он говорит, вам надо вот это сделать. Не, подождите, я не это имел в виду на самом деле. А у меня еще вон там проблема есть. Я вот ее решаю. Но я думаю, что я ее решу. В принципе, я вам ее не буду говорить. То есть человек вообще подошел непонятно с чем. Просто бла-бла-бла. Он просто посотрясать воздух. Этих людей называют вампирами. Они высасывают энергию. Поэтому вопросы нужно задавать в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице, говорится. Быть терпеливее дерева. Дерево терпеливое, знаете, в него там гвозди вбивают, пилят его, а оно стоит, ничего не может сделать. Терпение такое. Можно учиться у дерева. Всегда выражать почтение другим, не ожидать почтения к себе. Вот в этом состоянии нужно и вопросы задавать, и молиться в этом состоянии нужно. Господь сам этот стих сочинил на санскрите. Трината пису ничината рора писа хишнуна манина манадына киртания садахари. В смиренном состоянии ума он говорит. Все, говорится, на смиренную голову текет река знаний. Смирение это значит я ниже того, кто сейчас мне будет что-то говорить. Все, на такого человека стекает река знаний, стекают все благословения. Все, такой человек очень легко будет прогрессировать. Его духовный путь, он не будет тернистым сильно.
легко человек пройдет все препятствия на пути. Но гордость таким препятствием сильным может стать, что человек не пойдет даже по пути по духовному. Не пойду просто и все. Я сам смогу дойти. Я сам Бог вообще-то. Все это значит, человек заведомо уже себе очень много преград поставил на своем пути. Поэтому духовный поиск всегда будет сопряжен какими-то испытаниями, трудностями. И самые тяжелые трудности это будут внутри нас. Процессы внутри, которые идут. Не вовне. Говорится, внешние ситуации, они на самом деле не такие уж страшные или тяжелые какие-то. Тяжесть будет только в том, насколько мы будем оценивать эти ситуации. Ну вот дождь пошел, например, да? Мы сюда приехали, как бы непогода была, да, какая-то. И первые реакции были у людей, которые в Анапу приехали или там прилетели, да. Ну вот, море вроде бы и должно быть, и солнышко, и позагорать, и... Но это все в уме на самом деле. А кто-то приехал, думает, классно, хоть жары нету вообще. Здорово, хоть вот вообще, это жара, еще целое лето впереди. Нормально все. Самое главное, мы приехали, и вот, и здесь сейчас будет фестиваль, и друзья, сейчас встречу друзей. Классно все вообще, все классно. Но это все в уме. Атмаванманитэ джагат на санскрите. Я вижу мир через призму своего мировоззрения. Я оцениваю мир только через призму своего восприятия. Поэтому как мы настроимся, так себя и будем чувствовать. И духовная практика постоянно сопряжена будет с работой внутри, в уме. Надо рано встать. Каждый вечер это будет. Это мантра целая будет. Да. Рано для женщины, рано для мужчин это разные раны. Но рано тоже. — 20 минут у нас осталось. Рано для женщины это значит выспаться. Потому что пока она себя еще отождествляет женщиной. Не душа, я женщина. Обусловленность опять. Все, тогда высыпайтесь. Глаза открыли, все, вставайте. Не так, что глаза открыли, ну что, не, я не выспалась еще, я еще не выспалась. Нет, если глаза открыли, все, значит вы выспались, вставайте теперь. Все, приложите усилия просто и все. Зачем вы спите? Вот вопрос надо задавать себе. А зачем я сплю? То есть вы устали. Проанализируйте теперь. И честно себе скажите, устали вы? Приятно. Это значит, кто думает? Ум. То есть приятно, это значит от ума идет. Нравится, это тоже от ума. Вот это понимание, нравится, приятное, вот это все вот. Хочу. Это все от ума идет. Теперь что от разума идет? Нужно встать. Нужно, разум говорит. Тишина. Ум молчит, потому что ему невыгодно. Разум еще раз. Нужно. И эта тишина, она иногда просто надоедает. Поэтому надо что-то вот произнести внутри. Не обязательно. Тонко так, очень тихонечко, из-за угла, из-под плинтуса откуда-то. Поэтому просто включать разум нужно. Во сколько ложитесь спать? Отсчитайте теперь от этого места, как легли. 7 часов. Для женщины 7 часов сна достаточно. Если вы на ночь не объедитесь, если вы не поздно ляжете, вы легко рано встанете. В 10 легли, в 5 вставайте. Это рано. Для мужчины это уже поздно. Ему 6 часов, потому что по природе. Так природа создает. Это не мы придумали. Это инструкция вет. А если она есть в инструкции, значит эта машина умеет так работать. Если в инструкции написано, что машина 180 км в час может ехать, она значит едет.
Если написано, что 6 часов для мужчины, значит это нормально, надо встать. Все. Но кто-то раньше встает, потому что знает, какой смысл спать. И так уже проспали полжизни. А вот духовной практикой охота позаниматься побольше. Тогда раньше встать нужно. И это вот, вы лишаете себя зоны комфорта во благо достижения какой-то высшей цели. Как это называется формулировка? Аскеза. Вы совершаете аскезу. Все, и аскеза что даст? Силы. Вы эту силу куда можете применить? Раньше лечь. Силы нужны, потому что так неохота ложиться рано. И то надо, и то сделать, и то, и то. Много чего еще надо сделать. Но на самом деле силы нету просто. Силы в разуме нету. Разум говорит, ну ложись уже, а ум говорит, да подожди, ложись. Все только начинается у нас. Надо в гости, надо приготовить, что-то постираться, убраться, позвонить, компьютер, телевизоры. Все, ума столько вообще программ, сейчас надо это делать. Какой спать? Разум молчит, он говорит, а что я могу сказать? Давай, ладно. Что? Можно. Чуть-чуть. Вот тут поправочку хорошую сделал. Чуть-чуть. Минут 20. После обеда, например. Хорошо. В шавасану ляжьте, только не после обеда. Иначе вы ляжете надолго в нее. На бочок на левый после обеда. А в шавасану можно до обеда. Минут на 20. Ляжьте в шавасану, расслабьтесь хорошо. Будет у вас состояние, как будто вы всю ночь проспали. Все, просыпайтесь, быстро омывайтесь. Уже не пожалеете, что встали. Никогда. Как только омоетесь, никогда не пожалеете, что встали. Хотя до этого сопротивление будет. Не лезь в эту реку. Зачем тебе река вообще? Это в Гималаях, когда мы ездим, там так наблюдается за всеми. Так, особенно кто первый раз приехал, так смотришь на них. И там такое сопротивление идет. Не надо, река, она холодная, горная. Но так как общая масса идет, и все туда тоже. И потом, когда все выходят, все радостны. Как здорово вообще, что мы омылись. Но вначале сопротивление, оно в уме. А потом классно вообще, здорово, что омылись. Так же и здесь, надо встать просто. Встать быстренько и побрызгать хотя бы на лицо водой. О, здорово. И когда уже омоетесь, оденетесь, посмотрите на того, кто спит, и подумайте, вообще. Неудачник. Я-то встал уже вообще. Классно, что я встал вообще. Но мы сами только что, вот буквально еще какое-то время такие же были. Поэтому надо вкус получить к раннему подъему, тогда будет легко вставать. А? Желание, если будет у вас сильно развить этот вкус, он появится. Сильное желание, чтобы этот вкус появился. Желание – это движущая сила. Чуть попозже мы будем разбирать еще ресурсы. Мы вчера одни ресурсы разобрали, еще будут ресурсы. Энергии у нас внутри есть. И один из ресурсов – это желание наше. Это энергия на самом деле такая. Просто надо правильно формулировать, и все. Давайте, наверное, время на вопросы оставим. У нас есть немножко минут. Ага. Да. Сначала просто какой-никакой разум есть-то все равно. Немножко соображалка должна же там в голове быть. И вот, например, человек семейный, мужчина. Есть жена. Какая главная обязанность мужчины в семье? Рано встать. Давайте с этого начнем. Это обязанность на самом деле. Это обязанность не менее важная, чем приносить деньги, чем воспитать сына, чем построить дом, чем вырыть колодец, чем посадить дерево. Это не менее важная обязанность рано встать для мужчины. Потому что если он не встанет рано, ничего он не сделает.
Ранний подъем – это секрет успешной духовной практики. Ведь на мужчине ответственность лежит за семью. Духовно поднять семью нужно. Семью поднять на духовный уровень может только мужчина. Муж, отец в одном лице. И это на нем главная обязанность, за которую он несет большую ответственность. И с него будут спрашивать потом по полной программе. Знал ты или не знал, незнание не освобождает от ответственности. Все, я не знал, извините меня. Там у этих судей, которые будут судить потом нас, у них нету в программе вообще этих фраз. То есть эти слова не дойдут до их ушей. Они говорят, извините, вот мы вас задержали как преступника, вы не выполнили свои обязанности, поэтому мы вас лишаем зарплаты. И первую претензию кто выразит такому мужу? Жена. Она скажет, ты осел. Богатый, правда, знаменитый, но осел. Потому что твое богатство теперь никуда, ни в какую яму не влазит. Вот просто. Ни твоя власть, ни твое положение в обществе. Ничего теперь этого нету у нас, ничего нету, и мы с тобой сейчас вдвоем идем в ад. Под ручку идем. Причем мы не идем, нас ведут. Ну хоть позвони кому-нибудь, есть друзья какие-нибудь у тебя? Ты же такой крутой вообще. У тебя там связь была там с президентом еще. Набери ему, скажи там, если что, мы здесь идем где-то вот. Без ничего идем. Ни кола, ни двора, ничего нету, ни детей рядом, ни защиты. И вот мы куда-то идем. А почему мы туда идем? Потому что ты осел просто. Взял и проспал самое ценное время. Вместо того, чтобы заниматься духовной практикой, зарабатывать духовные деньги, нематериальные, с помощью которых мы могли бы на лайнере лететь просто в духовный мир со всеми прелестями. Мы теперь, нас куда-то ведут. Но это так, между нами, так, в благости. Немножко объяснил, что это такое. Зачем вставать рано для мужчины? По крайней мере, не получить в конце от жены такой упрек. Жена тоже не слаще может повести себя. Мужчина стоит, говорит, что ты встал, ложись, еще солнце не взошло. Поэтому вдвоем по дороге надо будет идти и Одна на него говорит, ты осел, а ты тоже ослица. Поэтому замолчи, идем просто, все. Мы оба виноваты. Нет, женщина имеет право сказать, как бы так. Не то, чтобы она имеет право, это ее такая вот, слабость такая. Ей нужен комфорт какой-то, она по природе комфортная, ей нужен вот уют какой-то, подушечки какие-то, одеялки там, тепло какое-то. Вот это ее природа просто. Но это не природа мужчины. Мужчина должен взять и встать просто, сказать, нет, ты давай, лежи, я пошел, мне надо, у меня дела есть, важные. И все, и надо идти. И женщина на самом деле должна сказать, давай уже вперед с этой постели, вылазь уже. Иди давай, она вдохновлять должна его, давай, ты можешь это. Я за тебя тут полежу сейчас. Она так помогает, она помогает ему так. И все, и мужчина, тогда мужчина будет это делать. То есть мужчина делает тогда, когда женщина вдохновляет. Это ее главная обязанность. Обязанность мужчины поднять семью на духовный уровень, обязанность женщины вдохновить мужа на эту деятельность. Вдохновить его, вот и все. Все, тогда встанете. Если первые шаги такие будут делаться, имейте в виду, Бог в сердце это заметит. Он будет, серьезные люди, надо им помочь. Имейте в виду, появится какая-то личность в вашей жизни, которая будет уже вдохновлять вас. Наставник появится, руководство какое-то появится. Обязательно это произойдет. Потому что он в Бхагавад-гите говорит, что он направляет скитание всех живых существ. Он направит вам кого-то. Так как он направляет вам жену, или мужа направляет в вашу жизнь, не нужно думать, что это я нашел или я нашла себе мужа. Ничего мы не нашли. Они уже давно нашлись.
их просто свели. Есть карма, узлы кармы, которые с прошлой жизни еще завязаны, и они просто дожидаются определенного периода астрологического. Как только планеты стоят в определенный хороший порядок, благоприятный для вот этой встречи, вы встречаетесь и думаете: о, это моя жена 100%. Такое ощущение, что мы уже знакомы. Вам не кажется? Да, кажется. Это не ощущение, это реальность. Уже давно знакомы. Просто надо еще отдать долг. Она думает, она встречается и думает: так, если у меня не будет, слушай, я ему сковородкой заеду. Знаете, почему он так думает? Потому что в прошлой жизни он заехал ей сковородкой. В этой жизни карму нужно отработать, отдать это теперь. И такие мысли навеваются: я заеду сковородкой. Желание. Желание записывается сразу. Так, сковородкой. Эта карма нас сводит всех. От нее никуда не убежишь. Как бы мы ни пытались там сопротивляться, бесполезно. Надо сразу, как познакомились, сразу на кухню идти. Доставать скалки, сковородки и сражаться. Возможно, да, Господь говорит: Сарват Харман Парити Аджа, Мама Камшаранам Враджа, Ахам Твам Сарви Папи Бьё Мокша Шьями Машу Чага. Это один из главных стихов Бхагавад-гиты, который дает ответ как раз на ваш вопрос тоже. Возможно ли отработать быстро карму? Он говорит: да. Сарва Дхарман Паритяджа. Сарва — это все или все. Дхарма — это долг. Вы сейчас как раз говорите: возможно ли долг отработать, да? Дхарма — это долг. Оставь все долги, он говорит, Господь. Просто предайся мне, он говорит, доверься мне. И я тебя защищу от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего, он говорит. Предание нужно. Нужно предаться. И вот в этом проблема будет. И это основа духовной практики, духовной жизни. Научиться доверять Богу и предаваться Ему. Предание. Даже 2 раза повторили. Спасибо вам. Будьте здоровы. Предание — это основа духовной жизни. И Господь нас будет в такие условия помещать, где нам придется предаваться каждый день. Вставать перед выбором. Надо рано встать. Так неохота. А вот оно предание. Господь говорит: я жду. Докажи, ты вчера говорил, что ты готов для меня. Пожалуйста, встань для меня сейчас. Если вы начнете так думать, вы встанете. А если будете думать: не, Бога нету, сейчас нету Бога. Нет, сейчас предаться, нет, все нормально. Я потом предамся. Можно я после обеда предамся? Когда покушаю уже все так, все нормально, я потом буду предаваться. Нет, он как раз будет помещать нас тогда в условия предания, когда вот мы не ждем. Вот вы не ждете просто, и раз, и все. Я иногда иду, например, думаю: хоть бы никто не встретился после лекции, потому что уже весь тяжелый такой. Не здесь, не в благости. В городах бывает такое. Там допоздна лекции, у меня там по 3, по 4 лекции в день. С утра, прям где-то с 3 утра я уже на ногах и полетел. Часов до 11 вечера. Выжимают по полной программе просто. Бывает, после лекции идешь, думаешь: хоть бы сейчас никто не остановил. И вот только подумает сразу раз человек: а Владимир Владимирович, у меня вот вопросик к вам. Предание, давай, предавайся. Я вас слушаю. А у вас написано, вы там аюрведой? Кто написал? Да, аюрведа. А вот, знаете, у меня там вот там вот геморрой у меня вот такой вот там вот так. Как-то вот не могу понять, что он там вообще делает вообще. Ну, понимаете, аюрведа — это не только геморрой. Сама аюрведа — это уже геморрой. Если вы знаете аюрведу, это такой геморрой. Это значит все. Везде вы будете видеть все через призму аюрведы. Если астрологию будете изучать, все через призму астрологии будете видеть. И будете думать: зачем она мне нужна была, эта астрология. И так далее. Поэтому Господь говорит:
Сарва Дхарман Парити. Оставь все аюрведы, оставь все астрологии, оставь все вообще. Просто предайся мне. Но если нету предания, тогда надо изучать аюрведу. И астрологию тоже надо изучать. Если нет, если еще мы не готовы, надо изучать это. Потому что это поможет нам предаться. Быстро просто и все. Предаваться придется. Этот процесс очень удивительный. Вы приезжаете в аэропорт, вам дают посадочный талон, и вы уже проходите осмотр этот, все. Вы знаете, что через 3 часа у вас программа в другом городе. И как только вы подходите к автобусу, чтобы ехать на самолет уже непосредственно, к вам подходит сотрудница аэропорта и говорит: знаете, молодой человек, мы вот тут по ошибке вам посадочный талон дали. А просто уже мест нету в самолете. Как-то вот мы, это наша вина, простите нас, пожалуйста. Мы деньги вам вернем. Я говорю: подождите, тут не вопрос денег. Мне сейчас лететь надо просто, меня там ждут. Сейчас сорвется программа просто. Это не наша вина, простите. Ну что в этот момент приходится делать? Предаваться. Вот оно предание. Вы понимаете, что ни сотрудница, никто не поможет вам. Только Бог поможет. И вы все равно не верите в это еще. Говорите: подождите, подождите. Я должен лететь. Я обязан просто. Но это не работает. Потому что эту ситуацию Господь создал. Он хотя проверить хочет. И в какой-то последний момент внутри что-то включается. Он подсказывает изнутри: ну предайся сейчас. Я хочу посмотреть, как ты предашься. Это понятно, что ты там прав. Но я хочу увидеть тебя. Насколько ты помнишь обо мне. В экстренных ситуациях надо помнить о Боге. Вот в чем предание. С этого надо начать просто хотя бы. Когда экстренные, сразу быстро сообразить, что за всем стоит Господь. Пылинка, он говорит, без моего ведома не шелохнется. Я говорю: ладно. Ну ладно, хорошо, что мне делать? Ну давайте мы вас отвезем. Опять в здание аэропорта. Туда. Там что-то, билет вам, деньги дадут, там оформите заявление, там это все как бы. Или на другой самолет купите билет. Поменяйте его как-то. Он начинает объяснять какие-то технические вещи. А вы уже не слышите этого, потому что вы на программу опоздали уже, если сейчас не полетите. Я говорю: Господь мой, в конце концов, ты за всем стоишь. Ты в каждом атоме находишься. Тебе же не сложно одно сиденье нарисовать в самолете. Это же не трудно для тебя. Ты миры создаешь просто. Что у тебя одно сиденье, там сколько там? 40 на 40. Пожалуйста. Там люди просто ждут. Ой, подождите, подождите, молодой человек, сейчас подождите. Пока вот ждите здесь, сейчас подождите. Раз убежала. Прибегает, говорит: вы удачливый человек. А что произошло? Ну вот, одно место, вот человек просто не приехал. Одно место там есть. Они в бизнес-классе случайно? Вы что, ясновидящий, что ли? Нет. В бизнес-классе. И... Но сначала испытают. Да, довериться ему надо, перестать доверять себе, перестать думать, что мы здесь что-то значим. Вот и доверьтесь Богу. Если не надо, вы туда не поедете просто. Да вот, Господь, как ты, да будет воля Твоя, вот она молитва, это мантра очень могущественная. Да будет воля Твоя, вот как ты хочешь.
Он говорит, а я хочу, чтобы ты предался. Да, я предаюсь, Господь. Хорошо. Предаешься? Да. Тогда нету места для тебя. Раз ты предался, ну докажи, что это так. Ну ладно, нету, хорошо. Буду ждать. Хорошо, буду ждать. Это вы не сможете это сделать поддельно. Да, Господь, я предаюсь. Я знаю, что ты сейчас все равно меня посадишь на самолет. Я предаюсь. Нет, может не посадить. Но он такой шутник. Но он еще тот шутник. Он любит шутить. Это единственное, чем Бог занимается. Он постоянно играет. Он не занимается творением. Не занимается разрушением. Он ничем этим не занимается. Он никого не наказывает, Бог. Не карает ничего. Он вообще этим не занимается. Он просто наделяет полномочиями разных существ. Занимайтесь этим сами. Мне некогда. Я играть хочу. Посмотрите, чем занимаются люди в этом мире. Играют все. Только во взрослые игры играет кто-то в юношеские игры играет, да? Кто-то в детские игры. Все играют. Почему все играют? Потому что Бог только этим и занимается. Он постоянно играет. А так как мы его частицы, нам тоже свойственно это делать. Правда, мы это делаем без него. На себя ярлык одеваем, что мы сами все можем. И поэтому нам очень трудно играть. Иногда игры наши не попадают под наши желания. Вот не хочу я так играть, идти на работу каждое утро. Что за игра такая вообще? Не хочу рожать, хотела просто, а тут рожать теперь надо. Вообще не хочу же так играть. Что за игра такая? Это несовершенные игры называют. Но если вы с Богом играете, Он игрок еще тот. Он все правила игры прописывает. Это единственное его занятие, чем он делает, что он делает в духовном мире. Играет. У вас вопрос? Еще раз я не расслышал. Нет. Нет, не про них. Там таких, кто розы там делает, там их, знаете, как грязи просто. Нет, Сайбаба это отдельная личность. Он это не афишировал так специально, ходил там всем. Так просто, чтобы человеку веру поднять, просто он это делал. Человек бывает, он не может выйти скажем, не из благости, из тамаса не может. И он, чтобы его поднять, веру его усилить, он брал, чудеса такие показывал. У человека вера пробуждалась во что-то духовное. А есть просто, вот такие. Не, он духовный человек. Не Бог просто он. Бог уже есть, это место занято уже, все. Как же Бог может умереть? Да? Он же умер, Сайбаба. Да, сколько он? 3 года назад, да, или сколько? 4 где-то тогда. Просто такая зрелая, хорошая духовная личность. Очень много помогла людям стать на духовный путь, обо многих заботилась. Такой учитель, духовный учитель. Традиции в этой, хорошая личность. Да, это... Не верьте этим книгам. Везде все пишут, на заборе тоже что-то пишут, говорят. Не-не-не, не верьте никогда этим вещам. Просто включите простую логику. Бог один. 2 богов не может быть. Он один. Заключение Вед, просто Веды, потому что все опираются на Веды. На ведическое знание опираются все традиции. Просто немногие могут глубину Вед понять. Берут какую-то часть маленькую, которая выгодна, а ее пытаются эксплуатировать под этот мир, как-то ее адаптируют и используют ее. Кто-то чуть больше берет, кто-то все Веды берет. Все. Но так или иначе все традиции опираются на ведическое знание. Так вот, если вы поймете одну вещь, это значит, вы осознали все Веды, говорится. Это прям в Ведах говорится. Если вы одну вещь осознаете, примите ее, значит, вы все Веды поняли. Вы знаете все Веды. Маленькую историю расскажу напоследок. Уже надо завтракать идти. Сейчас расскажу. Это история. Это было в Индии, не знаю, может быть, лет 5 назад, плюс-минус. У Шрилы Прабхупады ученик есть.
Он до сих пор еще живой, этот ученик. Очень могущественный. Друг Элвиса Пресли, представляете? Они друзья были в юности. Потом этот друг встретил Шрилу Прабхупаду и стал его учеником. И сейчас это духовный учитель, очень могущественный на планете. Сильная личность, очень могущественный. Бхакти Бринга Говинда Свами Махарадж. Ну так я, чтобы запомнить вам можно было. Или Говинда Махарадж можно. Можно в интернете набрать Говинда Махарадж. И он западный человек. А хотя изучает веды, то есть и в ведической традиции духовный учитель. И вот он с учениками идет в духовном месте. Всегда возле гуру, всегда будут ученики рядом сопровождать его. Как Иисус, например, идет, рядом и спутники идут, да? Прабхупада ходил, за ним постоянно толпу людей ходили просто. И вот он тоже идет, с ним тоже несколько учеников идут. И там в этом духовном месте, это самое сильное духовное место на планете, Вриндава называется. И там раз в году собираются самые могущественные знатоки вед. Мудрецы собираются подводить итоги, проверять свой духовный уровень. Каждый год они подводят итоги, проверяют свой духовный уровень. Они садятся кругом, их небольшое количество. И каждый должен сказать какой-то афоризм из вед и дать ему комментарий, понимание свое. И пока он дает это понимание, все его оценивают уровень, насколько он продвинулся за это время, за год. И вот они уже сели, сидят, в общем, уже готовы начинать. И смотрят в стороне, где-то он проходит мимо. Они все индусы. Родились прям там, И он там с учениками приходит, и они увидели такие, они мистики все духовные, они видят, что идет какое-то сияние необычное от человека, духовный, очень могущественный, надо сюда его срочно. И там ученикам говорят, ну-ка вот позовите этого святого сюда, пусть с нами поучаствует. Ну они пошли, ему сказали, вас там приглашают святые люди поучаствовать вот в таком вот референдуме. Он говорит, он смиренный очень. Он говорит, я вообще-то недостоин, там такие личности сидят. Если просят, надо выполнить желание их, потому что иначе могут огорчиться. И это нежелательно. И он подошел, поклонился всем, сел так смиренно. И они ему начинают объяснять, вот у нас то-то, то-то проходит, это так-то, вы можете тоже поучаствовать, это будет благо и для нас, для вас, мы заодно посмотрим ваш уровень духовный, вы нас оцените, то есть давайте. И все, и они начали по кругу. Так получилось, что он последний сидит. И он ученикам говорит, слушайте, я вообще с санскритом-то плохо вообще владею, что-нибудь придумайте быстро. Он иногда шутит так, не поймешь, шутка это или правда. Он очень такой тонкий человек, очень тонкий. И ученики сидят, думают, ничего у нас гуру, ничего не знает. У нас спрашивают что-то. А он специально это проверить их веру в духовного учителя. То есть духовная жизнь, она вот так сопряжена вот такими всякими испытаниями, тонкими очень. И до него доходит очередь. И он говорит такую фразу. Это афоризм из вед. Причем это кульминация, это заключение вед. Это то, о чем я вам говорил. Если вы вот это знаете, освоите, вы знаете все веды. И вот это он знал. Вот это вот, верхушку вот эту. И он сказал, это заключение вед. Кришна сту Бхагаван своям. Как только он это сказал, они все поднялись и упали ему в поклоне все. Никто ничего не стал слушать, что он там дальше будет говорить, потому что он самую суть сказал. И из них никто не додумался это сказать. Почему? Потому что к этому же нужно комментарии дать еще. А комментарий дать они не могут, значит, раз они это не говорят. Потому что если человек такое говорит, то значит он знает все веды. Сейчас я переведу. Кришна сту Бхагаван. Кришна верховная личность Бога. То есть это источник. От него все идут уже другие ипостаси, экспансии, там, инкарнации, там. Все потом от него уже идет. Но он изначальный. Это заключение вед. Все веды захотите. Вот это заключение вед будет. И когда он это сказал, все поняли, что он это говорит не из-за гордости, что он знает все веды. Смирение. И он знает, что это суть. И у него есть подтверждение, у него есть вера, что это так. Потому что у них, у остальных еще этой веры такой сильной нету. Они еще сомневаются.
он ли вообще Кришнасту Бхагаван Своям? Может быть, Ясту Бхагаван Своям? Есть еще, это тонкая вещь, она еще будет. И когда он это сказал, они видели, что он это делал без всякой гордости, искренне. Поэтому комментарии не нужны были никакие. Все понимали, что эта личность обладает полным знанием. Вот если это есть понимание, будьте уверены, вы на правильном пути. Но осознать это глубоко не сразу дается человеку, возможность такая. Конечно, понимаю. Так он сам это и придумал. Это он и придумал туда. Что хотите? Вы хотите, что хотите? Вот так хотим, пожалуйста. У тебя желание было быть гуру, иди вот туда, придумай философию вот для них. Понимаете, есть заказ, обязательно придет, кто исполнит заказ. Есть товар, будет потребитель. Что хотите? Вот это хочу. И сюда, у тебя было желание. Будь последователем какой-то ложной философии. Ты когда-то мечтал это. Помнишь, да, вот там вот как раз последователи твои, они сейчас ждут тебя. Ты должен воплотиться, прийти и сказать, что ты гуру их. Да, это есть такое. Есть праведные традиции, например, христианство, хорошая традиция. Люди деградировать начали очень сильно, ничего не понимают вообще. Господь, Иисус Христос приходит к Господу, говорит: Господь, я хочу спасти этих падших. Конечно, иди. Но только не мечи бисером. Не рассказывай им про меня ничего, они не поймут ничего. Дай им простые нравственные правила жизни, морали, этикета, чистоты, духовности. Говори о Боге, но не говори открыто про меня ничего. Иди. Тебя даже будут звать сыном моим. Ты будешь как сын мой. Кришта, Криштошана. Сын Кришны, иди. Не бойся ничего, я всегда буду с тобой. Через какое-то время ты даже придешь в то место, где прям глубоко познаешь меня, прям в этом теле. В Индию придешь специально, я тебя там ждать буду, а потом обратно вернешься. Я тебя и отправлю туда. Ты захочешь остаться в Индии, но я тебя отправлю туда. В землю обетованную. Мусульманство также. Это Господь все, зачем Он это делает? А у нас есть заказ просто. А для особенно уже падших некуда больше. Дает мусульманство, он говорит, там есть такое, это последняя религия, да? В Коране написано. Последнее не подразумевает единственное. Последнее это подразумевает, что уже дальше некуда просто уже все. И какая там философия? То есть на чем там зиждется практика духовная? Повторять имена Аллаха. Все, потому что все остальное, люди уже не способны ничего там, молиться какие-то там. Просто имена Аллаха повторяйте, и вы освободитесь. Вы в духовный мир уйдете. Легко. Просто имена, больше ничего не нужно. И эта практика очень могущественна, но она время, место, обстоятельства выбрала. Вот специально в это время пришла. Почему она раньше не пришла? А потому что раньше еще люди были, более-менее нормальные, могли заниматься еще какими-то аскезами, благотворительностью, яги там дело совершать. А вот уже все, в это уже никуда, только вот это и все. Через любую можно. Через любую. Только надо ей следовать правильно, искренне, честно. Если вы мусульманин, выполняйте все заповеди Мухаммеда. Если вы христианин, выполняйте все заповеди Иисуса. Живите так, как Он жил. Если вы последователь Вед, живите так. Если вы буддист, пожалуйста, живите, как Будда говорил жить. И награда, если человек так живет, награда будет какая? Кришнасту Бхагаван Своям. Это награда будет. Если человек не искренен, нет. Он изнутри скажет, нет, это секта. Потому что человек не искренен. Но 500 лет назад Господь сам пришел. То Он кого-то отправлял, а потом понял, что даже это уже не работает. Даже этому уже люди не следуют. Понаблюдайте, кто сейчас следует чисто заповедям Мухаммеда, заповедям Иисуса. Единицы, следуют, но единицы. И Господь говорит, я сам тогда приду сейчас. Приходит и говорит, все аннулируем. Не работает ничего, потому что все уже, энергии такие тяжелые опустились, мы сегодня слушали, да? Человек не в состоянии сейчас духовно практиковать, поэтому он говорит,
Всего 3 имени даю. Только 3 имени спасут человека в эту эпоху деградации. И он дает эту практику в Писаниях, в священных, это он сам говорит. Не кто-то говорит от него, а он сам говорит. Харе Нама, Харе Нама, Харе Нама. 3 раза, говорит, для особо. С первого раза не понимают в Кали-югу, потому что люди 3 раза надо повторить. Эва Кевалам. Кевалам это значит реальность, единственная. Эва Кевалам. Это единственное, что работает. Единственная реальность. Мы завтра будем молитву здесь петь. И там вот эта молитва будет. Харирнама Эва Кевалам. Нама это имя. Калау Настева, 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 Гатир Анетга. Заключительное. В Кали-югу нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. 3 раза говорит простую вещь. Для особо, то есть для нас. И разумные люди это принимают сразу. Понимая, они смиренно говорят, да, это мы. Но если еще говорит, да, я нормальный, я вообще. Тогда тебе это не дано. Твоя гордость не впустит тебе вот этот метод. Тогда бери что-то другое, но ты там не сможешь этому следовать. Тяжело очень. Твоя гордость тоже не даст. Приятного аппетита всем. Хорошего всем дня, хорошего настроения.